Берем 500 грамм муки высшего сорта. Никогда не забывайте просеивать муку. 500 грамм, как в аптеке. Добавляем к муке 1 полную чайную ложку сухих дрожжей. Перемешаем хорошенько. 1 чайную ложку соли тоже перемешаем. Добавляем сюда же 50 мл оливкового масла. Вот это и есть отличие обычного дрожжевого теста от теста для фокаччи. В том, что в этом тесте мы используем оливковое масло и добавляем это масло прямо во время замешивания, на начальной стадии. Здесь у меня 400 мл воды комнатной температуры. Примерно всю вот эту воду я буду использовать, но посмотрим по нашему тесту, какое оно будет. Главное, запомните, что добавили оливковое масло во время замешивания, и тесто вот это дрожжевое для фокаччи должно быть немножечко более жидкое, чем обычное дрожжевое тесто. Итак, добавим примерно половину, перемешаем это все, добавляем оставшуюся воду. Видите, вся вода понадобилась. Минут 5 поработайте с вашим тестом, поразминайте его. Затем почистите вот эти вот края. Накрыли пленкой и оставляем при комнатной температуре. Ждем, пока тесто увеличится примерно в 2 раза. Не торопите, пожалуйста, ваше тесто. Посмотрите, как это чудесное тесто поднялось. Видите, сколько пузырей. И посмотрите вот сбоку также. Давайте сделаем несколько сложений нашего теста. Вот так вот вытянем, вот так сложим, вот так вот. Видите, оно вот такое липкое, но оно так и должно быть. В этой посуде я буду печь фокаччу. Если у вас нет посуды наподобие этой, берите обычный противень. Здесь у меня 35 на 25 сантиметров. И вот так мы оливковое масло распределим по этому противню, вот так вот. Тесто мы распределим по всей поверхности вот этого противня. Пальчики можете смочить в оливковом масле. Опять накроем пленкой или какой-нибудь большой пакет, вот так поставим. Поставим в теплое место и будем дожидаться, пока наша фокачча вырастет 2 раз и станет опять пушистая и мягкая. Пока тесто отдыхает, подготовим остальные ингредиенты. Это лук, грибы и картошка. Можно взять любой лук, любые грибы и любую картошку, неважно. 2 луковицы среднего размера нарежем кольцами. На оливковом масле обжариваем лук. В чем особенность фокаччи, вы, наверное, поняли, да? Что для фокаччи мы используем оливковое масло. Даже лук мы обжариваем на оливковом масле. Обжариваем на средне-высоком огне, регулярно перемешиваем, чтобы не подгорело. Пока лук обжаривается, подготовим грибы. Грибы тоже нужно нарезать. Грибы нам тоже надо будет обжарить в сковородке. Дожидаемся, когда лук обжарится, и затем в той же сковородке обжарим грибы. Когда вы заметите, что лук начал менять цвет, то есть начал обжариваться, этого будет достаточно. Переносим лук на тарелку. И в этой же сковородке обжарим грибы. Чуть-чуть добавим оливковое масло.
И также на среднем огне обжариваем грибочки. При необходимости добавляйте еще оливковое масло, пожалуйста. Слегка посолите, пожалуйста, свои грибочки. На этом достаточно. Видите, они тоже нормально обжарились. Все, выключаем и убираем с плиты. Вот 2 картошки нам нужно будет с кожицей тоненько нарезать. Если у вас есть кухонный комбайн, конечно, будет намного легче. Предварительно помойте свою картошку и вот так, насколько возможно, вот так вот тоненько нарежьте, пожалуйста. Горячую кипящую воду заливаем вот в такую большую миску. Затем вот эту тоненько нарезанную картошку опускаем сюда. Прошло около 15 минут. Картошку переносим на кухонное полотенце. И вот этим кухонным полотенцем мы накроем, чтобы она подсохла. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Вы видите эти пузырьки? Посмотрите. Это просто чудо. Как вы поняли, фокачча очень любит оливковое масло. Вот так вот сверху чуть-чуть добавим на наше тесто еще оливкового масла. И теперь сверху украшаем нашу фокаччу. Чем хотите, что вам нравится. Можете розмарин добавить и морскую соль. И на этом все. Можете вот так, как я, обсыпать сыром. То есть это уже по вашему выбору. На сыр сверху я добавлю вот наш обжаренный лук. Затем грибочки, которые мы обжарили. И сверху добавляем картошку. Напоследок добавляем самый главный ингредиент в фокаччи – это розмарин. Посмотрите, какой чудесный у нас дома растет розмарин. Отрежем вот так небольшую веточку. Накрошим этот чудесный розмарин сверху на нашу фокаччу. Сверху добавим немного крупной морской соли. Можно черный перец. Выпекаем в разогретой до 200 градусов Цельсия духовке до готовности. Примерно это займет минут 20-25. Вау! Посмотрите на эту фокаччу. 25 минут она пробыла в духовке. И все, мы готовы кушать ее. Итак, достаем. Смотрите, какая она пушистая. Посмотрите снизу, какая она. Видите? Она еще совсем горячая. И сейчас Франко будет ее резать. Nice, soft and very tasty. Enjoy your focaccia. Focaccia rustica. Похоже, что очень вкусно. Посмотрите, как Франко уплетает, можно сказать, эту фокаччу. Видите? Пока я это все снимала, Франко уже съел все. Молодец, Франко. Gustosa. Как это вкусно! Я даже не могу выбрать, что лучше. Фокачча, пицца, хачапури или осетинские пироги. Это просто объедение. Вы обязательно должны попробовать. Приятного вам аппетита! Спасибо, что смотрели. И подпишитесь, пожалуйста, на наш канал.